Представители знака зодиака Дева, приветствую вас. Второй прогноз. Любовь и деньги. Месяца март и апрель. Финансы, работа, наши достижения и личная жизнь. Ретроградная Венера со 2 марта по 13 апреля. Это в целом наша концепция благополучия и счастья. В конечном итоге мы можем это все свести к той реальности, которая присутствует в жизни каждого из нас. Ну и, конечно, как любая реальность, она нас призывает к тому, чтобы мы были честными, откровенными с самими собой. Понимать, как и наши ресурсы, что есть в нашей власти, в наших силах. И это не отнюдь то, о чем мы грезим, или то, что мы хотим еще воссоздать. А это все же больше, от чего мы можем оттолкнуться. Давайте попробуем на картах посмотреть, какие энергии для вашего знака зодиака в марте и в апреле с учетом планетарных транзитов будут оказывать на вас влияние. Потому что Венера, конечно, олицетворяет наше счастье. Это то, что может означать место нашего пребывания. Это наш дом, теплый, уютный, то место, куда мы приходим восстанавливать силы, отдыхать. Безусловно, это и еще и наши близкие. Это, конечно, деньги, потому что деньги не ради денег, а имеется в виду, это один из способов взаимодействия с миром и наши возможности, опять же. Наверное, все же искренняя дружба и добрые доверительные отношения – это самое важное, особенно в нашем переменчивом и турбулентном мире, коль уж нам с вами довелось проживать эпоху перемен. Вот давайте 2 месяца. И первое у нас март – любовь. 3 карты мы достанем на март. Посмотрим, что нам хотят сказать карты. И к чему все идет, как ситуация может развиваться. В апреле это тоже любовь, личная жизнь, взаимоотношения. И если мы говорим финансы, деньги, работа, опять же март, 3 карты. Вот с этих 2 позиций. Посмотрим, что для нас обещает этот период. И апрель, к чему все идет. Как будут развиваться, может быть, события. Может быть, что-то изменится. Давайте будем смотреть. Итак, любовь, личная жизнь. Но это уже одной ногой в будущее. Все же планы они есть, и причем конкретные совершенно, по тройке жезлов. Мы можем останавливаться только лишь потому, что, к примеру, кто-то ожидает получения документов. Или когда мы понимаем, что нам нужно завершить некоторые вопросы из прошлого. И ретро-Венера, она как раз нам напоминает о тех хвостах, если можно так выразиться, или о тех моментах, задачах, темах, которые мы не завершили, но они нас могут тормозить, поскольку пока мы что-то не расставили по местам, мы не можем уверенно шагать вперед. Или где-то она будет, эта карта, говорить о том, что у тебя получится быстрее какие-то дела свои продвинуть или решить, когда ты закроешь некоторые позиции в прошлом тоже. И, может быть, это касается отношений. Может быть, у кого-то, тут у каждого по-своему, но у кого-то это может, к примеру, касаться судов или каких-то разбирательств. Или для того, чтобы перед тем, когда прыгнуть, нам девушка показана с серфингом, она уже собирается отправиться, как будто ждет волну. И мы сами анализируем, все ли я взял с собой, все ли у меня готово для последующего прогресса. Вот такой недолгий, кстати, это не про самокопание ни разу. Тройка жезлов и вообще тройка – это всегда взгляд в будущее. Это не есть какая-то философия, это скорее самопроверка. Вот, может быть, кто-то из вас будет по части любви конкретного человека, отношений обдумывать, а нужно ли мне это продолжать, или что задумал человек. Наверное, самый разный спектр вопросов, которые вы можете себе задавать или что-то прояснять. Вот прояснять в это время очень хорошо. Опять же, все к реальности, все к Венере. И вот он, выход из лабиринта, туз мечей – это какая-то путаница мыслей должна закончиться. И это мы себя чувствуем более свободными, как освобождение. Иногда тоже туз мечей проигрывается, потому что если, это я так называю, выход из лабиринта, но тем не менее, на самом деле, прежде чем мы примем какое-то однозначное решение, мы же словно блуждаем в потемках, или мы думаем, а что если будет вот так? Или, а если я поступлю определенным образом, что тогда? И часто упираемся вот в эту стену. И, кстати, часто думаем, что это дверь, стучим в нее. А на самом деле, как сказала Коко Шанель, не стучите в стену, пытаясь открыть дверь.
То есть если там двери нет, то нет смысла что-то продолжать. Может быть и так. Иногда нам дает жизнь подсказки, когда что-то у нас, ну, пробуксовывает или, знаете, не получается осуществить наше намерение. Мы можем думать, ну, когда я, ну, по новой начну, или, ну, как-то так вот, не хочу от этого отказываться, именно хочу, чтобы было по-моему. А иногда пространство закрывает перед нами одну дверь, открывает другую, потому что, ну, в каком-то другом фарватере быстрее, прогрессивнее будут идти, как и решение вопросов, и кто знает, может быть, нас там ждет счастье. Самые разные, наверное, направления, но самое главное, по личной жизни, какое-то важное решение, однозначное, оно может быть связано либо и с решением человека, может быть и с вашим также, или получением информации, какой-то новости, но больше ясности в марте это, скорее всего, да. По крайней мере, для вас. Может быть, это вы сами для себя некоторые приоритеты четко обозначите с учетом тройки жезлов. И король Пентаклей– это ваша карта. Пусть меня даже смотрят девочки, девушки, женщины, ну, более мужские такие, хладнокровные, расчетливые энергии. Даже на любовь. Может быть, вот этот лабиринт у кого-то сложные отношения были, когда непонятно, на что рассчитывать, или непонятно, могу ли я доверять. Но я так вижу, что все же для кого-то из вас продолжение следует, любовная история. И, безусловно, для людей семейных король Пентакли будет означать, это может быть и ваш партнер по браку, и неважно, какой знак зодиака. Хотя вы можете играть, мои дорогие девы, первую скрипку, и неважно, кто меня смотрит, опять же. По полу мы карту не рассматриваем. Король Пентакли– это тот, который сделал себя сам, и который великий практик и реалист. Но, видимо, даже в вопросах любви не хотите вы мечтать, не хотите вы розовых очков, которые бьются стеклами внутрь. И это будет правильно. И значит, вот если первая карта у вас будущего, то в будущее вы смотрите так, более тоже рационально. Я не хочу откликаться на то, что не откликается в отношении меня или кто не откликается. Нет, если взаимообмена какого-то, я могу предположить, что вот этот туз мечей будет означать тоже важные решения. Просто у кого-то это будут решения, допустим, у людей семейных по части вашей семьи, может быть, по части вашего жилища. У кого-то и деньги тоже могут переплетаться, потому что король Пентаклей все равно есть финансовая составляющая. Но самое разное может быть направление. Кто-то съезжается с семьей, кто-то, наоборот, принимает решение, что нет, мы должны разъехаться жить, может быть, взрослые дети, мы должны жить порознь, потому что у каждого своя все равно жизнь. Опять же, у каждого свои интересы. Поэтому больше рационализма, больше ясности даже в личной жизни, мои дорогие девы, в марте месяце наступает. Но самое главное, вы отталкиваетесь от того, что же вы в конечном итоге хотите получить. По сути, это когда наши мечты шаг за шагом сбываются. Но не так быстро. Давайте к чему все идет. Апрель. Может быть, конечно, по 15-му старшему аркану страстная любовь, а может быть и деньги. У кого-то вопрос денег и семьи, и вашей пары– это как пункт какого-то преткновения или та задача, которую нужно решить. Может быть, это прежние отношения, незакрытые какие-то финансовые пробелы, которые прежде нужно закрыть опять, или, может быть, кредиты конкретно вы собираетесь переезжать, и вам тоже эту кредитную историю нужно подвести под какой-то знаменатель, чтобы потом в будущем вам это не мешало или не приходилось в будущем, ну, где-то все бросать и переключаться на некоторые вопросы, которые тянутся из прошлого. Вот по 15-му аркану такое может быть. Подытожить все же стоит. Или уйти от какой-то зависимости, ведь все же это зависимость. Конечно, у кого-то зависимость от работы может проиграться и работа на дому. Вот запросто, кстати. И тогда непонятно, где личная жизнь заканчивается и где начинается работа, или наоборот, где моя работа закончилась и где начинается любовь. Все где-то вперемешано. У кого-то такая путаница тоже может быть в жизни. Но 15-й аркан– это ведь всегда, если мы говорим, сила привычки в первую очередь, или сила нашего видения или какого-то желания, намерения.
Но, может быть, карты вас немножко так оборачивают в сторону реальности и говорят: "А сейчас вот этому время" или что реально. Одно дело- это ты хочешь, а другое дело- твой партнер хочет ли этого или твоя семья хочет ли этого. Ну, есть какие-то моменты, пункты, может быть, даже ограничения, которые приходится применять во внимание. 15 старший аркан- это могут быть внешние события, потому что всегда старшие арканы- это события извне. Да, мы что-то хотим осуществить, но пока как-то пробуксовывает. Хотя, безусловно, мы все разные. И для кого-то это будет говорить о том, что знакомство, и хочется быть именно с конкретным человеком, может быть, в конкретном месте, продолжить вашу историю любви. Но все равно, мои дорогие девы, мы не должны попасться на удочку, потому что как только 15 старший аркан, дьявол. Я надеюсь, все правильно понимают эту карту зависимости. Вот как только он чувствует, что мы уже попались ему на крючок, он начинает нами манипулировать, и мы превращаемся в заложников собственных желаний. Вот этого быть не должно. И поэтому какая-то чрезмерная работа, тут тоже нужно держать баланс. Если вы работаете на дому, это не всегда просто, поскольку, ну, правда, на нас не давлеет какой-то график или какой-то там звонок, да, часто для тех, кто работает на дому, это время затягивается очень долго, не всегда, если есть семья, ваши близкие в восторге от этого. Ну вот, наверное, самая разная палитра. Переложите этот аркан на себя. У кого-то это будет страсть, а у кого-то та зависимость, когда именно есть мой план, и я хочу его осуществить. Но давайте пойдем вперед. Что же рядом с 15 арканом? А тут как новое начинание. И вот, кстати, нет ведь того, что мы уходим от этой зависимости. Посмотрите, новое начало. Я могу предположить, например, что для кого-то 15 аркан, по нему проигрывается не обязательно вот зависимость, да, хотя у кого-то и зависимость, ну, самая разная привычка. Есть и не очень хорошие привычки, будем говорить, от которых нужно уходить. Но со знаком плюс 15 аркан нам дает физическую форму. Или, знаете, когда мы должны выдержать какое-то напряжение, и тогда мы выдерживаем тоже. Физическое напряжение, психологическое напряжение мы можем выдержать где-то, потому что мы поставили перед собой цель. И если цель есть, то тогда все остальное мы это не замечаем. Мы, конечно, можем не замечать точно так же, занимаясь любимым делом, любимой работой, к примеру, на дому. Или пусть это на отношения, которые нас вдохновляют, и мы тоже тут мы не замечаем, что происходит вокруг. Поэтому реалистом быть стоит. Но я вижу, что некоторая настойчивость в хорошем смысле со знаком плюс вам совершенно необходима, потому что для кого-то это будет словно перезагрузка. По пажу Пентакли это могут быть и новые отношения для людей семейных, вопросы, связанные с детьми, может быть, какая-то помощь даже финансовая или темы общие, семейные, даже если дети взрослые, которые тоже где-то пересекаются с вопросами финансов. Но это как новая точка отсчета, это обновление вашей жизни. И кто знает, вот, кстати, даже в тех парах, которые отношения уже, ну, несколько подувяли, здесь могут страсти вспыхнуть с новой силой и практически обновление отношений. Тогда это может быть что-то интересное. А кто-то, мои дорогие, новое знакомство с человеком моложе вас, и тоже вопросы страсти могут проиграться. И не могу сказать, что это закончится в апреле. Точно нет. Для кого-то и отношения, которые были на расстоянии, вы собираетесь съехаться, потому что по рыцарю жезлов всегда идет перемещение, причем скорость. По этой же карте идут согласования, потому что может быть любой драйв, драйв имеется в виду даже если мы должны путешествия некоторые произвести по чиновникам, оформляя важные бумаги, документы. Может быть та ситуация, которую вы пытаетесь баланс подвести уже начиная с марта, может быть и прежде. Может быть прежде были какие-то барьеры, а здесь ситуация как-то ускоряется. Но замечтаться все-таки нельзя. Будь готов к неожиданностям. Вот так вот нам говорит карта. Но нам показана девушка, именно девушка у нас рыцарь жезлов. И ей нравится. Ей нравится этот темп жизни. Ей нравится этот драйв. И значительно больше, нежели стоячее болото. Поэтому какое-то продолжение, перемены, мои дорогие девы, это все следует. Но тут у каждого 15 аркан будет по-разному. Давайте посмотрим, что же деньги. Ну, вот этот забор из 9 жезлов, когда мы себя бережем, мы выходим из
какого-то периода ограничением, но делаем это осторожно. С одной стороны, чтобы подметить какие-то подвохи и себе не навредить, а с другой стороны, мы должны использовать какую-то возможность, которая, скорее всего, приходит альтернативно. Кстати, карта тоже в герметической колоде Таро– это карта великой мощи, великой силы. Но нам о чем там говорят? Я просто иногда провожу аналогию, потому что, на мой взгляд, наиболее правильно именно в колоде герметического Таро трактуется девятка жезлов. Мы должны хорошенько подумать перед тем, как применить эту силу. Или это будет как ваши ресурсы, ваши умения, или ваши деньги. У кого-то, может быть, стоят вопросы инвестировать во что-то, или вопросы продажи, покупки. Вот здесь такая, знаете, осознанность в моменте здесь и сейчас, потому что мы не можем сделать что-то на автопилоте. Вот эту силу или ресурсы, или возможности, или деньги мы должны потратить очень правильно. Иначе мы тогда себя, ну, как какой-то ошибки не повторить. И 9 мы говорим, да, девятка жезлов. По нумерологии 9 это всегда перемены. И поэтому в плане денег есть какие-то предпосылки, когда, может быть, ситуация вокруг меняется, и вам это тоже нужно учитывать. Может быть, и стратегия финансовая меняется, мироуклад, миропорядок меняется. Я еще делаю наш расклад в конце февраля, и мы еще не знаем, что будет в марте. Откуда бы вы не смотрели мои видео, я думаю, вы согласитесь, настолько турбулентен мир, что предугадать даже на пару шагов сложно. Нас может ставить в тупик любая новость. И с одной стороны, сегодня пришла такая новость, которая нас вдохновит, а завтра вообще непонятно что, как к этому относиться. Поэтому где-то себя беречь стоит, безусловно, потому что с информацией приходит как и фейки, поэтому где-то это тоже относится к девятке жезлов, когда мы фильтруем эту информацию. Опять же, мы не должны в чем-то или с чем-то ошибиться, может быть, и с кем-то. Но по части денег осторожные действия, но возможности, ресурсы в марте, мои дорогие девы, у вас уже есть. Что же нам еще расскажут? Карта повешенного. Ну вот смотрите, с одной стороны, карта говорит, если мы про деньги, не торопись подписывать какие-то соглашения, которые для тебя означают обязательства. Потому что аркан повешенный– это всегда элемент жертвенности, он, безусловно, присутствует. Или тупик. И если вы за кого-то берете обязательства, ну, к примеру, кто-то берет кредит, вы идете поручителем, и даже не потому, что вас кто-то злонамеренно собрался хитрым планом обмануть, но у человека что-то может меняться или что-то происходить с человеком. Поэтому, когда вот выпадает эта карта, и тем более, если мы смотрим с вами на деньги, не берите никаких обязательств, это однозначно. А вот если они есть как таковые, с учетом тройки жезлов, пусть это вам на любовь, на личную жизнь, но, значит, как-то пересекается Венера, она совмещает одно и другое. Вот и вам нужно где-то провести аналогии между финансами и личными желаниями или конкретно личными отношениями. Может быть, это вас где-то и склоняют, или вы уже оказались в такой подвешенной ситуации, потому что за родственника взяли поручительство, или вы вынуждены кому-то помогать, но все равно эта карта будет говорить, да, есть определенный стопор, тормоз, да, или как что-то не развивается так быстро, как вы себе запланировали. Но для тебя этот прекрасный период, чтобы постепенно выходить из этого периода ограничений. И значит, тогда девятка жезлов будет говорить, что у вас есть возможности как минимум прессинг какой-то финансовый, если он присутствует, нивелировать и выйти из зависимой, может быть, ситуации или из какого-то финансового стопора. Но каким образом действовать? Это вам надо хорошо подумать. Ведь по преданию повешенный это человек сам себя переворачивает на 180 градусов для того, чтобы что-то увидеть или обстоятельства, реальность, мои дорогие, с другой стороны или в другом ракурсе, под другим углом. Давайте посмотрим, что еще. Вообще у нас пара, правда, у вас, мои дорогие девы, может пересекаться жизнь, как и с вашей семьей. Пусть семьи нет, значит, с парой. Или, может быть, какой-то партнер, который прежде даже был. Правда, ретро-Венера может нам возвращать таких людей. Или какие-то вопросы, с которыми мы сталкивались как и с людьми, так и с задачами прежде, но мы что-то не решили, не подвели к итогу. Но так или иначе, обе карты очень добрые, и королева Пентаклей, если мы об энергетике, она умеет
из любого хаоса построить порядок. И вообще 2 карты на вас. Может быть, у вас есть такой партнер, потому что как и король пентаклей, так и королева пентаклей — это люди надежные. Но где-то и карта говорит, что вас, мои дорогие девы, должны проверенные именно персоны окружать. Пусть это будет один человек или двое, больше и не нужно в наше сложное время, но какая-то задумка, она уже есть. Потому что королева пентаклей просто так не выпадает. Это та, которая сказку умеет сделать былью. Или вот эта мечта, которая возрождается в ее ментальности. Назовите это идеей. Она все равно умеет реализовать на практике. Нет для нее ничего невозможного. По сути, это где-то Венера сама. Хоть мы больше олицетворяем с императрицей, с картой, но где-то и прообраз или прелюдия императрицы — это и есть королева пентаклей. Поэтому у вас с ресурсами полный порядок. А вот с обязательствами, может быть, у кого-то нужно и продумать. И даже если есть ресурсы, нужно понимать, куда приложить. Ресурсы в плане ваших навыков, вашего ремесла, вашего времени, например, конкретно, или ваших денег. В конечном итоге это все ресурсы, это ваши возможности. Ну, что-то тут ускоряется. Ускоряется, может быть, отчасти потому, что вы сами хотите, правда. Но все-таки восьмерка жезлов, это мы на апрель смотрим, к чему все идет, да. И здесь нам говорят, правда, вот была пауза, может быть, вы что-то не могли осуществить даже по деньгам. Ну, как, может быть, препоны какие-то были внешние, которые вы не могли преодолеть, от вас это не зависело. Иногда это тоже по аркану повешенный, а кто-то банально ждал документов, подписания, и такое могу предположить. Так вот, если мы всегда разделяем, да, либо это пустое ожидание, либо это регламент. Так вот, если это регламент, тут что-то в апреле будет ускоряться точно. Меняются как и законы, или готовность документов будет. Здесь и вы сами все же, эта карта еще и восьмерка жезлов, это еще и трансформация. И 1000 дорог сходятся в одной точке, но здесь у нас 8 жезлов. Поэтому какие-то задачи, которые были начаты прежде, теперь, ну, как могут уже реализоваться на практике, или вы будете видеть, каким образом я могу осуществить то, что я наметил или наметила. По этой карте мы можем куда-то поехать. У кого-то это может быть и внезапная поездка далеко, для кого-то это могут быть новости по работе, например, какая-то трансформация происходит в той организации, в которой вы работаете, может быть, меняется руководитель или меняется график работы, например, или вообще какая-то релокация происходит, такое тоже могу предположить. Вам тут могут предложить что-то, но и с другой стороны я могу предположить, что сами вы для себя ставите какие-то приоритеты и к ним стремитесь. И будут возможности все же в апреле. По восьмерке жезлов мы не можем что-либо оставить на потом. Куй железо пока горячо. Итак, апрель. Ух, мало того, что убыстрение трансформации, еще и колесо фортуны, но все же фортуна, карта удачи, карта возможностей. Но такая возможность альтернативная тоже. Обратите внимание, мои дорогие девы, наша девушка волшебный танец танцует на цыпочках, на вращающемся колесе. Как это возможно, да? А она нам абсолютно счастливо изображена. Поэтому какая-то эквилибристика предполагается, или, иными словами, баланс. Баланс держать придется, оступиться нельзя, но у вас все получится. Его Величество случай может вам сыграть со знаком плюс, как по судьбе иногда мы так трактуем. И всегда цикличность по этой карте проходит. Колесо поэтому и круглое, что оно вращается. Она идет наверх, а потом неизбежно будет спад. То есть об этом нам говорит карта, ты не забывай. Почему и напоминает, опять же, куй железо пока горячо, куда ты не опоздай. Потому что сейчас у тебя будет возможность в апреле что-то осуществить, но потом последует все равно неизбежный спад или какая-то пауза. Вся наша цикличная жизнь. И поэтому вам в апреле нужно как и определяться с чем-то или попытаться как можно больше реализовать возможностей на практике, мои дорогие. Фортуна на вашей стороне. Что же еще? По двойке пентаклей нам говорят, знаете, о спонтанности в первую очередь. И нам изображен практически, ну, как манипулятор, маг-волшебник, жонглер.
Девушка жонглирует двумя пентаклями. Для кого-то, с одной стороны, карта останавливает от траты денег. И не предполагается, что мы приобретаем что-то дорогое или весьма существенное. Видимо, в апреле, может быть, и есть какие-то возможности, но не торопитесь, пока все не просчитаете, пока все не разузнаете. Или поищите альтернативный вариант, потому что по этой карте как раз мы легки на подъем. Нам могут приходить и предложения, или, может быть, это как ваш собственный инсайт, и дай-ка я попробую что-то другое. Или дай-ка я себя попробую в новом деле у кого-то через работу. Или дай-ка я попробую рассмотреть, допустим, если у вас вопрос недвижимости в другом месте, не туда, куда я собирался, ну, где-то по-другому, с каким-то другим прицелом словно. Может быть, собирались вы покупать апартаменты, квартиру, а решаете купить маленький дом, да, к примеру, так, или наоборот как-то. И тогда вот следует додумать или съездить куда-то разузнать через практику, потому что двойка пентаклей– это практика. И нам говорят, пробуй, пока не получится. Или не надоест. Поэтому к нам приходит и новый опыт, мои дорогие. Вот где-то здесь про новый опыт нам тоже говорят. У кого-то может совпасть, как и с новыми отношениями, и эти отношения для вас означают некоторую перезагрузку вообще. Может быть, вы куда-то прежде не собирались, а тут вы засобираетесь куда-либо переезжать и будете продумывать, как вы можете работать на дому из любой точки мира. Вот посмотрите, две карты о спонтанности, о возможностях или где-то и о переезде в том числе. Понятно, не для всех, по-разному тут будет проигрываться, но двойка пентаклей, она все же вот о чем еще говорит. Если вас куда-то приглашают, вот просто приглашают, даже совершить маленькую поездку или куда-то более, может быть, дистанция более длинная, куда-то отправиться, вы в этот период апреля не должны ни от чего отказываться. Опять же, пробовать, пока не получится или не надоест. Через опыт приходит понимание, потому что определить две карты, по сути, возможностей и в то же время перемен. И нам придется действовать как-то, как мы прежде не действовали. Нет шаблона в нашем сознании, нам еще только предстоит его, ну, как-то установить. Сознание само по себе великий шаблон, это сила привычки. И пока мы эту новую привычку в себе разовьем, должно пройти время. И мы должны разобраться, какие привычки полезные, какие привычки вредные, может быть и так. Но тогда пробуйте именно путем, может быть, проб. Вы понимаете, чему вы будете уделять внимание или чем вы будете заниматься, куда вы будете тратить свои ресурсы или что вы будете в последующем приобретать. Но сам по себе его величество новый опыт. Это для вас актуально в апреле. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.